Примерно через полгода использования в контейнере для воды робота-пылесоса завелась плесень. Вид отсека для воды был просто ужасен. Я всеми способами пытался удалить ее, и сушил, и промывал моющими средствами. К сожалению, ничего не помогало. Трудность заключается в том, что туда трудно подобраться и протереть ее. Я решил подойти к этой проблеме комплексно и задался целью уничтожить ненавистную плесень. Для этого я перелопатил интернет и нашел несколько средств, которые должны были справиться с задачей. Самое доступное и простое средство – это сода. Я насыпал несколько ложек соды в стакан и залил горячей водой, чтобы она быстрее растворилась. Потом решил соду не жалеть и добавил еще немного. После того, как сода растворилась окончательно, я залил ее в резервуар. Так как сода в водных растворах имеет слабощелочную реакцию, я посчитал, что она должна справиться с плесенью. Немного взболтав резервуар, оставил его на сутки. На следующий день меня ждало разочарование. Ничего не поменялось вообще. Плесень не растворилась ни капельки. Следующее средство – это жидкий аммиак. Это хороший растворитель для очень большого числа органических, а также для многих неорганических соединений. Но надо учитывать, что аммиак относится к токсичным веществам. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. К сожалению, я об этом узнал только после того, как начал использовать. Такую процедуру лучше проводить на открытом воздухе. Я думал, что просто задохнусь парами аммиака, так как запросто можно отравиться. Я проделал ту же операцию, что и с содой. Залил его в контейнер, немного взболтав, оставил на сутки. Меня ждало большое разочарование. Я возлагал очень большие надежды на аммиак, но, к сожалению, плесень осталась на месте, практически нетронутой. Последнее средство, которое я выбрал, это был пероксид водорода. На него я вообще не надеялся и залил просто так для проформы, так как приобрел в аптеке специально для эксперимента. Пероксид водорода является хорошим растворителем. Благодаря своим сильным окислительным свойствам пероксид водорода нашел широкое применение в быту и промышленности, где используется как отбеливатель на текстильном производстве и при изготовлении бумаги. Кстати, я вычитал, что хотя разбавленные растворы перекиси водорода применяются для небольших поверхностных ран, исследования показали, что этот метод, обеспечивая антисептический эффект, также увеличивает время заживления. И это реально. Так как у меня был порез на пальце, я его обработал перекисью, а потом еще удивлялся, почему он так долго не заживает. Через день меня ждало огромное удивление. От плесени не осталось ни капельки. Ни грязи, ни хлопьев внутри контейнера не осталось. Я был очень удивлен, так как на это средство я не возлагал вообще никаких надежд. И был приятно удивлен. Так что рекомендую использовать для удаления плесени пероксид водорода. Подписывайтесь на канал. Теперь емкость для воды выглядит как новая, и ею приятно пользоваться дальше. Мне кажется, что даже пылесос немного обрадовался.